Я рада приветствовать вас на моем канале. С вами Валентина Лыкина. В этом видео мы будем с вами вязать стильную и миниатюрную сумочку безотрывным способом, в которую поместится все самое необходимое. Размер данной сумочки следующий. Ее ширина 17 сантиметров, высота 22 сантиметра и глубина сумки составляет 5 сантиметров. В мастер-классе я буду использовать шнур карамель. Характеристика данной пряжи на вашем экране. Понадобится около 340 грамм. Вязать буду крючком номер 5. Кроме него из инструментов вам понадобятся маркеры. Для сумки понадобится фурнитура, замочек, это может быть клавишный или магнитная кнопка. В том случае, если у вас будет вязаный ремешок, то потребуются карабины, а также разъемные кольца или обычные кольца, которые вы будете пришивать. Размер моих колец 2 сантиметра. Где приобрести необходимые материалы, ссылочку на сайт я для вас оставлю в описании под этим видео. Для заказа со скидкой пользуйтесь моим промокодом. Для того, чтобы ниточка не перекручивалась, используйте подставку для пряжи. Так вы обеспечите себе равномерную подачу нити. Ссылка на мастер-класс по изготовлению такой подставки для пряжи ждет вас в описании под этим видео. Приступим к вязанию. Для начала необходимо набрать цепочку из воздушных петель. И так как клапан и корпус сумки будет вязаться одновременно, то нам необходимо просто сложить эти значения. Клапан будет занимать 13 воздушных петель, корпус сумочки будет занимать 11 воздушных петель. 13 плюс 11 составляет 24 воздушные петли, и мы их набираем. В самом начале оставляем хвостик около 5-7 сантиметров, укладываем крючок вот таким образом, поднимаем хвостик вверх, крючок разворачиваем, захватываем рабочую нить, протягиваем через петлю. Этот узелок я никогда не считаю, в конце буду его распускать. И со следующей петли на крючке набираю 24 воздушные петли. Я захватываю рабочую нить, провязываю через рабочую петлю на крючке. Это первая воздушная петля. Повторяю все то же самое и провязываю вторую, третью, четвертую и так далее, всего 24. На 24-ю воздушную петлю необходимо зафиксировать маркер для того, чтобы проще ориентироваться в конце этого ряда. Вяжем первый ряд, делаем воздушную петлю подъема. И когда мы переворачиваем цепочку, видим вот такие дужки. За них будем провязывать столбики без накида. На 24-ю воздушную петлю в цепочке мы уже ничего не провязываем, так как здесь мы сформировали подъемный столбик. И должны крючок увести в 23-ю воздушную петлю. От крючка это первая, вторая, третья дужка. Под нее вводим крючок. Захватываем рабочую нить, вытягиваем. Опять захват рабочей нити, провязываем столбик. Это получается вторая петля на этой стороне, то есть в этом ряду. Переключаюсь на следующую дужку, также ввожу крючок за одну ниточку, под крючком располагается 2. Это 22 воздушная петля в набранной цепочке. Захват рабочей нити, вытягиваем ее, опять захват рабочей нити, провязываем очередной столбик. Так мы двигаемся до конца этого ряда. Всего на этой стороне у вас должно получиться 24 столбика без накида. Включая воздушную петлю подъема, она считается первая. Далее шел столбик, он номер 2, 3 и так далее. Всего здесь 24. Узелок, как я уже говорила, распускаю, просто вытягиваю хвостик и затем подтяну эту петельку, когда провяжу закругление для того, чтобы перейти на противоположную сторону. Мне в последнюю петлю необходимо провязать всего 4 столбика без накида. Самый первый провязан уже, он располагается на этой стороне. За его верхнюю петельку фиксируем маркер.
для того, чтобы проще ориентироваться в дальнейшем. Первый провязала, вяжу в эту же точку второй столбик. Также я провязываю третий и четвертый столбик без накида. На него также, как и в этом случае, необходимо в этой области зафиксировать маркер. Продолжаем вязание. Необходимо подтянуть вот эту петельку для того, чтобы она не образовала никаких отверстий. И сделать это необходимо максимально. Продолжаем вязание на противоположной стороне и формируем столбики без накида за вот эти петельки, состоящие из двух ниточек. Я сразу после той точки, где формировала 4 столбика, нахожу такую петельку. Это основание столбика с противоположной стороны. Ввожу крючок за петельку, состоящую из двух ниточек. Сюда же укладываю хвостик, захват рабочей нити, протягиваю и провязываю столбик. Он считается второй на этой стороне. Первый располагается в той точке, где формировали 4 столбика в одну точку. Перемещаюсь далее, также за 2 ниточки увожу крючок и провязываю столбик без накида. Так мы вяжем на протяжении всего этого ряда. В конце ряда мы провязываем последний столбик без накида, там, где зафиксировали маркер в самом начале вязания. Переворачиваем и видим, вот она, эта петелька. И только вводим крючок за одну вот эту крайнюю ниточку. Захватываем рабочую нить и довязываем столбик. Маркер убираем. Теперь очень важно себя перепроверить. В первом ряду у вас должно быть всего 50 столбиков. 24 на этой стороне, 24 на этой стороне. И здесь у вас добавилось всего лишь 2 столбика, несмотря на то, что мы провязывали в последнюю точку всего 4. 2, третий ушел в эту сторону, четвертый ушел в эту сторону. Таким образом, всего у вас должно быть 50 столбиков. Это очень важно. Если получилось какое-то другое число, значит допущена ошибка и необходимо внимательно перевязать. Вяжем второй ряд. Делаю воздушную петлю подъема, разворачиваю вязание. И теперь буду формировать такие же столбики без накида, только за одну ниточку верхней петельки, которая состоит из двух, и только под крайнюю буду вводить крючок. Так как здесь уже провязан подъемный столбик, и он относится вот к этой петле номер 1. Переключаюсь под следующую, переворачиваю и за крайнюю ниточку ввожу крючок. То есть вот она здесь располагается. И если вы будете внимательны, то получается отступаем. Первая петля, вторая, и там, где я держу пальцами, это третья. Под нее вводим крючок, захват рабочей нити и провязываем столбик. Переключаюсь далее, также за крайнюю ниточку от петли ввожу крючок, захватываю рабочую нить и провязываю столбик. Так я довязываю до той точки, где зафиксирован первый маркер. Там, где зафиксирован маркер, нам необходимо провязать прибавку. Убираю маркер и за эту петельку провязываю первый столбик, а затем в эту же точку провязываю второй столбик. Так я выполнила прибавку, состоящую из двух столбиков в одну точку. Теперь необходимо между этими столбиками зафиксировать маркер. Переключаюсь на следующие петли, их у нас здесь 2, и провязываю 2 столбика одиночных. Далее у меня опять маркер располагается, его я убираю и провязываю так же, как и с этой стороны. 2 столбика в одну точку провязываю первый и в эту же точку провязываю второй. Выполнила прибавку. Возвращаю маркер между столбиками.
Довязываем до конца ряда столбиками без накида. В конце ряда мы провязываем всегда одинаковым способом. Здесь у меня располагается предпоследний столбик. Я его провязываю. Последний вяжем следующим образом. Находим самый первый столбик, вот он, и вводим крючок с лицевой стороны, захватывая 2 ниточки, чтобы у вас с этой стороны располагалось 2 нити, а с лицевой стороны будто бы ввели крючок в центр столбика предыдущего ряда. Так мы довязываем последний столбик. Во всех рядах последующих вяжем одинаково. Делаем опять воздушную петлю подъема, разворачиваемся, опять отступаем первую, вторую и под третью петлю за крайнюю ниточку вводим крючок. Довязываем до той точки, где располагаются маркеры. Там, где у вас зафиксирован маркер, мы провязываем одиночный столбик. После маркера мы начинаем выполнять прибавки. Их всего здесь будет 3. Я провязываю в каждую точку по 2 столбика. Прибавка номер 1. Снимаю маркер и ввожу его между этими 2 столбиками. В следующую точку также провязываю 2 столбика, первый и второй. Между ними фиксирую маркер. И выполняю третью прибавку. Также провязываю первый столбик и второй. Теперь необходимо вот этот маркер снять и переставить между столбиками без накида, который я сейчас провязывала. Всего у меня здесь получилось 3 прибавки и зафиксировано 3 маркера. Довязываем до конца этого ряда. Вяжем 4-й ряд. Делаем воздушную петлю подъема и довязываем до тех точек, где зафиксированы маркеры. Перед самым первым маркером нам необходимо сформировать прибавку, состоящую из 2 столбиков в одну точку. Первый столбик я уже провязала, довязываю второй. Так я сформировала прибавку. В области, где у вас располагается маркер, мы провязываем первый одиночный столбик. И переставляем этот маркер сразу после прибавки, которую сейчас провязали. Также фиксируя этот маркер за верхнюю петельку. Вяжем в следующую точку второй одиночный столбик. Таким образом, после этой прибавки мы провязали 2 одиночных столбика. Здесь у нас располагается далее маркер, и в эту точку мы провязываем прибавку, состоящую из 2 столбиков в одну точку. Провязала первый и второй. Маркер переставляем между этими 2 столбиками, также за верхнюю петельку. Как вы уже поняли, сейчас мы довязываем 2 одиночных столбика, следующие 2 петли, в том числе и там, где зафиксировали маркер. И после маркера в следующую петельку нам необходимо сформировать прибавку, состоящую из 2 столбиков в одну точку. Провязываю первый столбик и второй. В этой области необходимо также нанести разметку. Здесь у меня располагается прибавка, и перед ней фиксирую маркер. Вот таким образом. Далее мы довязываем до конца этого ряда. 5, 6 и 7 ряд мы провязываем одинаковым способом, так же как и наносим разметку маркерами. Делаем воздушную петлю подъема и довязываем до тех точек, где располагаются маркеры. Здесь мы в этих точках будем формировать прибавки. Там, где зафиксирован первый маркер, мы его убираем и в эту точку провязываем 2 столбика. Первый и второй. После прибавки мы формируем 2 одиночных. Провязываю первый одиночный столбик и фиксирую маркер на верхнюю петельку.
сразу после прибавки. Довязываю еще один одиночный столбик. Таким образом я провязала 2 одиночных столбика после прибавки. Там, где располагается маркер, я формирую прибавку, состоящую из 2 столбиков. Провязываю первый и довязываю второй. Между этими столбиками фиксирую маркер на верхнюю петельку. Следом у меня располагаются 2 одиночных столбика. Провязываю первый и провязываю второй одиночный столбик. В области, где располагается маркер, я формирую прибавку, состоящую из 2 столбиков, в одну точку. Провязываю первый и второй столбик. Маркер фиксирую перед этой прибавкой за верхнюю петлю. Вот таким образом. Довязываем до конца 5-го ряда. Напомню, что 6 и 7 мы провязываем аналогичным способом. 7 рядов провязано, и теперь мы переходим на вязание только корпуса сумочки. Для этого мы здесь, в этой области, уже обрезаем ниточку, оставив хвостик около 10 сантиметров. Ниточку эту полностью вытягиваем, обрабатываем кончик огнем и прячем ее в полотно. Также нам необходимо оставить в этой области разметку, которую мы делали во всех предыдущих рядах, и нанести дополнительную, для того, чтобы провязать еще по такой же схеме один ряд, то есть 8. Нам необходимо выделить область, где у нас будет провязываться корпус сумки. Мы просто отделяем клапан. Напомню, что он состоит из 13 воздушных петель, соответственно, 13 петель мы здесь выделяем. От самого края столбики считаем, 1, 2 и так далее. На 13-ю петлю верхнюю фиксируем маркер. В этой области делаем то же самое. На 13-ю петлю фиксируем маркер. Покажу ближе. Маркер фиксируется на верхнюю петельку, не на столбик. То есть мы считаем 1, 2 и так далее. 13, его верхняя петелька, зафиксировали маркер. С этой стороны то же самое. Вот он, первый подъемный столбик, считаем 1, 2 и так далее. 13, и за его верхнюю петельку фиксируем маркер. Также хочу обратить ваше внимание, для того, чтобы вы сориентировались. Если считать вот эти петельки верхние, то у нас получается в этой области 17 петелек, а потом располагается на 18 маркер. И с этой стороны тоже у нас 17 петель, и на 18 располагается маркер. Вяжем 8 ряд. Сейчас мы будем продолжать формировать корпус сумки в этой области. Расположите к себе заготовку таким образом, чтобы последний провязанный ряд был обращен к вам изнаночной стороной. Берем рабочую ниточку, отмеряем около 5-7 сантиметров, складываем ее пополам. Находим ту точку, где зафиксирован маркер, и в следующую петлю после вводим крючок за одну ниточку, то есть так, как должны были провязывать все эти ряды. Захватываем петельку, протягиваем ее. Хвостик можно сразу уложить в эту сторону, для того, чтобы его ввязать в полотно. Захват рабочей нити, провязываем подъемный столбик. Далее вяжем без изменений за крайнюю ниточку столбики без накида до той точки, где зафиксированы маркеры. В 8 ряду мы провязываем точно так же, как и в 7. Довязываем до конца этого ряда и останавливаемся в области перед маркером. То есть здесь у нас зафиксирован маркер, последний столбик должен располагаться перед ним. 8 ряд провязан, прибавки на закруглении в этой области выполнены, и мы переходим на 9 ряд. Начиная с него мы вяжем без прибавок, всего 5 рядов. Это 9, 10, 11, 12
и 13 ряд мы провязываем без прибавок. Вы можете зафиксировать маркер на 8 ряд сейчас, для того, чтобы было удобнее считать. Вяжем самостоятельно. Начиная с 14 ряда мы будем формировать убавки в этой области. Так мы провяжем всего 5 рядов. Это 14, 15, 16, 17 и 18 ряд. Повторюсь, это всего 5 рядов. Разметка наносится всегда одинаково, и убавки провязываются тоже одинаково. Мы для начала должны просчитать количество столбиков и затем найти двумя маркерами центр. То есть 2 точки должно быть. В этой области у меня 21 столбик. И с этой стороны у меня тоже 21 столбик, не включая маркеры. Наносим разметку за верхние петли. Затем мы отступаем от маркеров в эту сторону 2 петли. На третью фиксируем маркер. В обратную сторону мы делаем то же самое. Опять пропускаем 2 петли, на третью фиксируем маркер. Начинаем с той точки, где завершили ряд, и 14 ряд довязываем до маркера. Останавливаемся за одну петельку перед маркером, для того, чтобы в этой области сформировать убавку. Я ввожу крючок в петлю перед маркером, так же, как и обычно это делала. Захватываю рабочую нить, вытягиваю, переключаюсь на ту точку, где у меня зафиксирован маркер, и также захватываю рабочую нить. Сейчас у меня на крючке рабочая петля и 2 вытянутые. Я захватываю рабочую нить и провязываю через все. Так я выполнила убавку номер 1. Убираю маркер и следующие 2 петли провязываю одиночными столбиками. Ввожу крючок под первую петельку и провязываю одиночный столбик. Переключаюсь на вторую петлю и также провязываю одиночный столбик. Следом у меня располагаются 2 маркера. Здесь будем формировать такую же убавку. Я ввожу крючок в область, где у меня располагается первый маркер, и захватываю рабочую нить. Маркеры сразу уберу, для того, чтобы они не мешали. Первый маркер сняла и ввожу крючок под следующую петлю и также вытягиваю рабочую нить. Маркер тоже убираю. Сейчас на крючке у меня такая же картина, как и в первом случае. Рабочая петля и 2 вытянутые. Я захватываю рабочую нить и провязываю через все эти петли. Так я сформировала убавку номер 2. Следом у меня, так же как и в этом случае, следует 2 одиночных столбика. Я ввожу крючок в следующую петлю, провязывая первый одиночный, и далее у меня следует второй одиночный столбик. Здесь у меня располагается маркер, и я должна повторить такую же убавку. Я ввожу крючок в ту область, где у меня зафиксирован маркер, и вытягиваю петлю. Маркер убираю, и после него я в следующую петельку ввожу крючок и захватываю также рабочую ниточку. На крючке у меня 3 петли. И так как я люблю, чтобы убавки смотрели в одну сторону, с этой и с этой стороны, то я вынимаю крючок из 2 последних петель, ввожу сначала крючок в последнюю петлю, которую вытягивала, а затем ту, которую вытягивала первой. Таким образом, я просто перекрестила эти петли. Затем захватываю рабочую нить и провязываю через все эти петли. Так я сформировала убавку номер 3. Довязываю привычным способом до конца этого ряда. И следующие ряды, включая 18, провязываем по такому же принципу, нанося все разметки и выполняя все убавки так, как я показывала ранее. Вяжем 19 ряд. Здесь, как вы видите, сумочка уже практически сомкнулась к центру. В 19 ряду мы делаем разметку следующим образом. Опять делим пополам эти 2 стороны, считаем обязательно столбики и фиксируем маркеры. Их всего здесь должно быть 2, нанесенные по центру. С этой и с этой стороны количество столбиков у вас должно быть одинаковым.
Начинаем провязывать 19 ряд и останавливаемся за 2 петельки перед маркерами. С помощью 2 петель, которые располагаются перед маркером, мы будем формировать первую убавку. Вводим крючок в первую петельку, захватываем рабочую нить, вводим крючок во вторую петельку и также захватываем рабочую нить. Провязываем вместе, сформировали убавку. Таким же образом, как и во всех предыдущих случаях вы провязывали. Там, где зафиксированы маркеры, мы их снимаем и с помощью 2 петель также формируем убавку. Вводим крючок под первую петлю, под вторую петлю, провязываем их вместе. Так как у меня здесь зафиксирован был последний маркер, следующие 2 петли мы также провязываем вместе. Итого у нас получится здесь 3 убавки. Я ввожу крючок также под первую и под вторую петельку, вытягивая из них ниточки, вынимаю крючок, вставляю его в последнюю, а затем захватываю первую петельку. Так я перекрестила эти ниточки и провязываю их вместе. Все 3 убавки сформированы, и мы продолжаем вязание одиночных столбиков до конца этого ряда. Вяжем 20 ряд. Здесь мы также наносим 2 центральные точки, выделяя их маркерами. Довязываем, останавливаясь за 2 петельки до маркеров. В 20 ряду мы будем формировать убавки перед и после маркеров. Перед маркерами у нас 2 петельки, из них вытягиваем рабочую ниточку. Первая петля, и в следующую ввожу крючок и вытягиваю вторую петельку. Захватываю рабочую нить и провязываю их вместе. Там, где зафиксированы маркеры, мы вяжем одиночные столбики. Ввожу крючок там, где у меня зафиксирован первый маркер, и провязываю здесь один одиночный столбик. Далее у меня второй маркер, и здесь также провязываю один одиночный столбик. Так после прибавки провязала 2 одиночных столбика. После маркера я формирую такую же убавку, меняя между собой вытянутые петли. Вторая убавка сформирована, и мы довязываем этот ряд одиночными столбиками. Ну вот и остался у нас последний 21 ряд. И здесь мы наносим разметку следующим образом. Мы отсчитываем 10 столбиков с этой стороны и 10 столбиков с этой стороны. И выделяем маркерами 4 столбика, нанося на первый и четвертый столбик маркеры. А по этим сторонам напомню, что у вас должно быть одинаковое количество из 10 столбиков. Начинаем ряд там, где завершили предыдущий, и довязываем до той точки, где нанесен первый маркер. Как вы уже поняли, в этой области мы будем формировать убавку. Она будет состоять из 4 петель. Там, где у меня зафиксирован первый маркер, его я убираю сразу, так как будет мешать. Я вытягиваю первую петельку. Из следующего я вытягиваю вторую. Далее у меня следует третья. И там, где зафиксирован последний маркер, его я убираю и вытягиваю четвертую петлю. Сейчас у меня на крючке рабочая петля и 4 вытянутые. Я захватываю рабочую нить и провязываю все эти петли вместе. Далее довязываем до конца этого ряда одиночными столбиками. Нам остается лишь соединить вот эти 2 стороны между собой. Хочу обратить ваше внимание, что сейчас лицевая сторона столбиков обращена ко мне, а изнаночная прячется внутри. Мы будем провязывать соединительные столбики за внешний край верхней петельки от столбиков. То есть вот она у нас петля, и мы будем захватывать только одну ниточку с этой стороны. С противоположной она будет оставаться внутри. То же самое делаем и с противоположной стороны. Захватываем только внешнюю петельку. Вторая ниточка остается внутри. И вот так мы будем провязывать соединительные столбики. Там, где завершили ряд, здесь вытягиваем немножко петельку. С противоположной стороны нам необходимо захватить эту петлю. Мы вводим крючок под одну ниточку от столбика.
и захватываем эту петлю, протягивая ее на эту сторону. Подтянули. И теперь будем захватывать те петли, которые я показывала. Перемещаемся, вот она, следующая петелька. Мы вводим крючок за одну ниточку с этой стороны и перемещаемся на противоположную сторону. Здесь тоже захватываем одну нить. Захват рабочей нити провязываем через эти петли, в том числе и через рабочую петлю. Перемещаемся далее. Также захватываем одну нить и с противоположной тоже одну ниточку захватываем. Напомню, что внутренние они здесь остаются. Захват рабочей нити и протягиваем через основание, а также через рабочую петлю, которая была на крючке. Так вы вяжете до конца этого ряда. Вот так у вас должно все получиться. И в конце, там где вы провязывали убавку, состоящую из 4 столбиков, мы просто находим их, подхватываем все 4, захватываем рабочую нить и протягиваем через все эти петли. Далее делаем воздушную петлю, обрезаем ниточку и прячем ее в полотно. Я вывернула сумку, и вот так выглядит соединение. Теперь нам остается лишь выполнить обвязку по всему периметру, которая будет состоять из 2 рядов. Первый ряд мы начнем вот с этой точки, обвяжем вход в сумочку столбиками без накида. Перейдем на клапан и обвяжем по боковой части клапана соединительными столбиками. Верхнюю часть клапана будем обвязывать столбиками без накида. И опять боковую часть клапана будем обвязывать соединительными столбиками. Таким образом я вернусь в ту точку, откуда начала. Отмеряю ниточку около 15 сантиметров. С помощью нее буду закрывать первый ряд. Находим ту точку, где зафиксирован маркер. Опускаемся ниже. Здесь у нас такая же петелька. Одну нить мы оставляли, а вторую мы подхватывали. Вот она, эта ниточка. Из-за нее мы провязывали подъемный столбик. С этой стороны нам необходимо захватить только одну нить. Обратите сейчас внимание, что такие ниточки располагаются на протяжении всего этого ряда. И между ними тоже есть промежуток. Мы будем захватывать сначала одну нить. Захватываю ее, рабочую ниточку, и провязываю подъемный столбик. Далее мы будем проваливаться между двумя этими ниточками и захватывать 2 нити от столбика и провязывать столбик без накида. Далее опять одна одиночная, затем опять захватываем 2 ниточки. Эту часть легко определять, так как там, где одну нить мы захватываем, это возвышение, а там, где 2 ниточки, такое углубление небольшое. Так вы довязываете до следующего маркера. Провязав последний столбик без накида на корпусе сумки, мы переходим на обвязку клапана. И напомню, что в этой области нам необходимо провязывать соединительные столбики. Я ввожу крючок в петлю, где у меня зафиксирован маркер. Убираю его. Захват был у меня за 2 ниточки, то есть за верхнюю вот эту петельку, состоящую из 2 нитей. Захват рабочей нити и провязываю через все эти петли. Так я выполнила соединительный столбик. Двигаюсь дальше. Также ввожу крючок за верхнюю петельку. Захват рабочей нити, провязываю соединительный столбик. Так я довязываю до последней петельки, которая находится в этом ряду. Формируем последний соединительный столбик за петельку, состоящую из 2 ниточек. На этом вязание соединительных столбиков завершено. Переходим на верхнюю часть клапана, где, напомню, необходимо провязывать столбики без накида. Здесь мы также будем формировать их за одну ниточку, затем за 2, опять за одну, за 2 и так далее до конца этого ряда. Делаю воздушную петлю подъема
и сразу переключаюсь на первую одинарную ниточку, формируя столбик без накида. Далее за 2 и опять провязываю столбик без накида. Вяжем до конца этого ряда. Самый последний столбик в этом ряду мы провязываем на последний ряд в клапане, где как раз вот прятала я ниточку в полотно. Здесь я провязываю столбик за 2 ниточки. После нахожу первую петельку, состоящую из 2 ниточек, и провязываю первый соединительный столбик. Таким образом я перешла на боковую часть клапана, и в этой области, как и с этой, с противоположной стороны, мы провязываем соединительные столбики до конца этого ряда. А там, где у нас зафиксирован маркер, мы должны провязать соединительный столбик с помощью вспомогательной нити, которую оставляли, и на этой петле закрыть ряд. Вводим крючок так же, как и во всех предыдущих случаях, за 2 ниточки, там, где зафиксирован маркер. Убираем его, так как будет мешать. Захватываем вспомогательную нить, протягиваем через все эти петли, полностью ее вытягивая. И теперь необходимо проложить вот такую петельку между последним соединительным столбиком и первым столбиком без накида в этом ряду. Мы находим первый столбик и второй столбик. Между ними верхняя петелька. Под нее с обратной стороны вводим крючок. Вот так это выглядит. Захватываем вспомогательную нить и полностью ее протягиваем через эти петли. Теперь необходимо эту нить вернуть в ту точку, откуда она вышла. Мы вводим крючок сначала под 2 ниточки, то есть под петельку, в которую вводили крючок, а затем в центр петли, откуда вышла эта нить вспомогательная. Захват вспомогательной нити и полностью протягиваем. Вяжем второй ряд обвязки. Здесь мы будем формировать соединительные столбики. В первом ряду, где мы провязывали столбики без накида, они имеют верхнюю петельку, и когда мы переворачиваем, после этой петли располагаются дужки. Вот такие. Это задняя стенка от столбика. Под них за 1 ниточку мы будем вводить крючок вот таким образом. В области, где провязывали соединительные столбики на боковых частях клапана, здесь у нас этих дужек нет. Если мы внимательно рассмотрим, вот она петелька от соединительного столбика. И когда переворачиваем, видим петли, за которые мы вводили крючок. Вот она, эта петля. За 1 ниточку крайнюю будем вводить крючок и провязывать соединительный столбик. Таким образом у нас здесь останется петля и 1 ниточка. Находим ту точку, где завершили ряд номер 1, и вяжем второй. Вводим крючок под петлю, которая у нас в промежутке между рабочей нитью и дужкой располагается. Захватываем рабочую нить, вытягиваем. На эту петельку мы фиксируем маркер для того, чтобы проще ориентироваться в конце этого ряда. Теперь мы переходим на вязание соединительных столбиков по корпусу сумки. Переворачиваем. Далее вот у нас дужка номер 1, которая самая первая на первом столбике располагается. Под нее вводим крючок, захватываем рабочую нить и протягиваем через все эти петли. Перемещаемся далее и также под следующую дужку вводим крючок, захватываем рабочую нить и провязываем через все эти петли. Так мы формируем соединительные столбики на протяжении всего корпуса сумочки. Провязав последний соединительный столбик, убедитесь, что здесь у вас также располагается последний столбик без накида первого ряда. Теперь мы переходим на вязание боковой части клапана. Здесь, напомню, мы должны захватывать только 1 крайнюю ниточку. Переворачиваю и вижу, вот она, самая первая петля. За 1 нить я провязываю соединительный столбик. Так двигаюсь на протяжении всего этого ряда. Провязав все петельки на этой стороне, мы переходим на верхнюю часть клапана. В
первом ряду мы здесь формировали столбики без накида, и у них у всех есть дужка, это задняя стенка от столбика. Находим самую первую, вводим под нее крючок, захватываем рабочую нить и провязываем очередной соединительный столбик. Далее формируем их до конца этого ряда. И как только у нас заканчиваются дужки, мы переходим на боковую часть клапана, где захватываем одну ниточку от петли, довязывая соединительные столбики до конца этого ряда. На последней петле перед маркером необходимо закрыть этот ряд с помощью вспомогательной нити. Я ввожу крючок за одну ниточку, так как располагаюсь еще на боковой части клапана, захватываю вспомогательную нить и полностью протягиваю через эти петли. Теперь необходимо проложить вот такую же петельку между последним и первым соединительным столбиком. Там, где зафиксирован маркер, мы вводим крючок за 2 ниточки, то есть под одну петлю. Маркер убираю, захватываю вспомогательную нить и полностью ее протягиваю под этой петлей. Теперь необходимо эту ниточку вернуть в ту точку, откуда она вышла. Я ввожу крючок сначала под одну петлю, за которую захватывала, и в центр петли, откуда вышла вспомогательная нить. Захватываю ее и полностью протягиваю. Ряд закрыт. Теперь необходимо обрезать эти ниточки покороче и спрятать их в полотно. Остается лишь установить всю фурнитуру, а именно замочек и боковые колечки. Выполнить тщательно ВТО, вшить в эту сумочку подкладку, если она требуется, а также связать ремешок, если он у вас будет в таком варианте. Все эти мастер-классы вы найдете на моем канале, и ссылочки будут ждать вас в описании под этим видео. Конкретно этот ремешок связан по мастер-классу «Самый плотный ремешок». Он на карабинах у меня выполнен, и длина его составляет около 110 сантиметров. Для этого я набрала цепочку из 137 воздушных петель. Расход получился около 75 грамм. Я надеюсь, этот мастер-класс вам понравился. Оцените данное видео. Подписывайтесь на мой канал и пишите ваши комментарии. Это очень помогает развитию моего канала. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!